Совещание уже подходило к концу, когда в кабинет тихонько вошла секретарша и со словами «это срочно» протянула Николаю Михайловичу листок бумаги. Он извинился перед присутствующими и про себя прочитал. «Коля, серьезно заболела твоя мама. Мы с детьми уже выехали к ней. Приезжай, как только сможешь. Ирина». Записка от жены сильно расстроила Николая. Только 2 дня назад он был у матери, и тогда все было бы вроде нормально. А сейчас мать никогда ни на что не жаловалась, всегда старалась быть бодрой при встрече, так и в прошлый раз. Но годы, по-видимому, берут свое. Николай Михайлович наспех закончил совещание и быстро направился к выходу. Он решил не заезжать домой, а сразу ехать на место. Он очень волновался, хоть и знал, что жена уже там, и значит, все будет в порядке. Ирина была человеком, на которого всегда и во всем можно было положиться. По дороге он с ней созвонился, и она, как могла, успокоила мужа, сообщив, что самое страшное уже миновало, оставив все подробности до встречи. За окном быстро мелькали деревья, машина заполнилась шумом дороги и липкой летней духотой. Голова раскалывалась от боли, а сердце болезненно сжималось от дурных предчувствий. Никогда еще дорога домой, к маме, не была для Николая такой трудной и такой длинной. 2 часа пути позволили ему перелистать всю свою жизнь заново. Мама Коли умерла, когда ему было всего 8 лет. Он, несмотря на маленький возраст, хорошо ее запомнил. Конечно, кое-что с годами стерлось из памяти, но самое главное осталось. Николай хорошо помнил, что его мать, которую звали Люба, была статной высокой женщиной с длинной косой пшеничного цвета, которую она ловко закручивала на затылке в огромный узел. Маленькому Коле всегда очень нравилось смотреть, как мама расчесывала свои красивые, переливающиеся на солнце волосы. В такие минуты она всегда улыбалась своему единственному сыну. И вообще это была мягкая, милая женщина с веселым открытым характером. Она звонко смеялась и также звонко распевала народные песни. Ни одно гуляние не обходилось без маминого пения. Отец же, напротив, был человеком тихим, молчаливым, задумчивым и даже каким-то немного замкнутым. Коля видел его улыбающимся только тогда, когда он смотрел на свою жену. В такие минуты его глаза загорались каким-то внутренним счастливым огнем. И только потом, став взрослым человеком, Николай понял, что отец безумно любил свою жену. Он ее боготворил, и огонь этот был огнем любви. Это были светлые воспоминания, но были и другие, о которых не хочется помнить. Хочется вычеркнуть их из памяти навсегда, как будто ничего не было. Но это жизнь, и она сама диктует свои правила и пишет свои страницы одну за одной. И если хотя бы одну из них вырвать из этой книги жизни, то это будет уже совершенно другая история. Коля хорошо запомнил, как хоронили маму. Было теплое осеннее утро, солнце словно в протест происходящему светило как сумасшедшее. В детской голове мальчика никак не укладывалось, что теперь его такая, всегда улыбающаяся мама никогда больше не погладит его своей теплой ладонью по голове, никогда не запоет своим волшебным, обволакивающим голосом протяжную песню. Ему казалось, что взрослые все это придумали, всю эту страшную историю о том, как на его мать опрокинулась огромная телега, запряженная лошадью, и все ужасающие подробности этой жуткой истории. Ему казалось, что только он один знает, что это выдумки, и скоро его любимая мама, как ни в чем не бывало, появится перед всеми ими и засмеется своим чудесным голосом. О том, что все происходящее на самом деле реальность, Коля понял только тогда, когда гроб с телом его матери опускали в могилу. Страшные крики, плач,
и отсутствующее восковое лицо враз постаревшего отца. Вот что осталось от того печального дня в памяти маленького мальчика. Хотя нет, осталось еще кое-что. Когда возвращались с кладбища, он отчетливо расслышал загадочную фразу: «Двоих похоронили». Тогда ему было не понять, что значат эти странные слова. Но потом, по прошествии нескольких лет, став достаточно взрослым, он понял: его мать была беременна вторым, таким долгожданным ребенком, которого забрала на тот свет вместе с собой. Так неожиданно закончилось счастливое детство Николая. Отец, и без того не сильно разговорчивый, вообще замкнулся в себе. Он не мог смириться с тем, что произошло, не смог справиться со своим горем и очень скоро, пытаясь хоть как-то заполнить образовавшуюся в душе пустоту, запил. Его не останавливало даже то, что рядом с ним был сын, которому теперь вдвое больше нужна была любовь отца, и который тоже тяжело, по-своему, по-детски переживал смерть матери. Отец все чаще приходил с работы пьяный, мальчик был предоставлен сам себе. Бабушек ни со стороны отца, ни со стороны матери не было, и поэтому заняться 8-летним мальчиком не было кому. Он предоставлен был сам себе. И хотя добродушные старушки-соседки, тяжело вздыхая, подкармливали Колю, он все-таки часто ходил голодным и грязным, проводя почти все свободное время у маленькой речки. Так прошел почти год. Мальчик совсем отбился от рук, а отец, гасивший пылающий огонь своего горя водкой, все меньше обращал на сына внимания. Неизвестно, сколько все это продолжалось бы, если бы однажды маленький Коля чуть не утонул. Его спас колхозный пастух, который совершенно случайно там оказался. И это позволило отцу очнуться от пьяной спячки. Он заставил себя пересмотреть свою жизнь и, сообразив, что сын – это единственное, что у него осталось, заставил себя бросить пить. Он стал пытаться наверстать упущенное, но у него это плохо получалось. Мальчик попросту отбился от рук, отец не мог с ним справиться. Так в постоянной борьбе прошло еще несколько лет. Однажды, после очередной стычки с неуправляемым 12-летним Николаем, отец сидел на скамейке во дворе и курил. К нему подошла соседка, 80-летняя баба Кристина. Присела рядом, посмотрела прямо ему в глаза и, мерно покачивая головой, произнесла своим скрипучим старческим голосом: «Жениться тебе надо, Миша, жениться. Мальчишка твой совсем от рук отбился. Того и гляди, беды натворит. Мать ему нужна, а тебе жена». Баба Кристина утерла сморщенной рукой свой беззубый рот и громко закряхтела, вставая со скамейки. «Жениться, говоришь?» — с тоской произнес Михаил, продолжая затягиваться папиросой. «Как же мне можно жениться? Не могу я забыть свою Любу. Любил я ее». «Знаю, что любил. Все знают. Хорошая была женщина, царство ей небесное». Баба Кристина уголком платка утерла непрошенную слезу. «Только нет ее больше, Любы твоей. Так Бог распорядился. А раз тебя Бог оставил и сына оставил, так значит, надо дальше жить». «Не могу я жить. Пока пил, легче было. А как бросил, так совсем житья не стало. И днем, и ночью сердце болит». «Ох!» — протяжно вздохнула баба Кристина, щурясь от яркого августовского солнца. «Оно-то все так. Только ведь пропадает мальчишка твой. Ему мать нужна. Ты, Михаил, о нем подумать должен. Он же хулиганом растет. Где ж это видано? Мальчишке 12 лет, а он уже курит. Того и гляди, скоро водку пить начнет. Ты ему отец. У него, кроме тебя, никого нет. Вот и позаботиться о нем должен. А раз сам не справляешься, так мать ему подыщи. Женись на приличной женщине. Оно, может, и тебе полегчает, и сердце отпустит.
Люба твоя рада была бы. Думаешь, она там?» Старушка показала рукой на небо. «Не переживает? Не волнуется за тебя и за Кольку? Неспокойно ей там, потому и ты тоскуешь. А как наладится у тебя жизнь, так она, Люба твоя, успокоится и отпустит тебя. Послушай меня, старую, я многое повидала, многое пережила, так что знаю, о чем говорю». «Спасибо, Кристина Степановна, за совет. Только не могу я. Да и кому я, непутевый такой, со своим Колькой-сорванцом нужен?» «Не говори так. На каждый товар есть покупатель». Сказав это, старушка, опираясь на палку, пошла домой, но, пройдя несколько метров, сделала резкий, насколько это возможно в ее возрасте, поворот и снова подошла к мужчине, который продолжал все так же безразлично курить. «Миша, и женщина для тебя есть!» Заговорчески произнесла она, вытирая выступивший на лбу от быстрой ходьбы пот. «Хорошая женщина. Совсем недавно к нам в деревню переехала жить. Продавщицей в магазине работает. И по возрасту подходит. И одинокая она. Я узнавала. Присмотрись». В ответ Михаил только печально улыбнулся и подтер покрасневшие глаза. И все-таки через несколько месяцев Михаил привел в дом новую жену, ту самую женщину, о которой говорила баба Кристина. Он подозвал к себе сына Колю и каким-то монотонным, совершенно не окрашенным в хоть какие-нибудь эмоции голосом произнес: «Николай, знакомься, это тетя Галя. Если захочешь, можешь называть мамой». Он развернулся и вышел с комнаты, предоставив возможность сыну и новой жене самим во всем разобраться. Тете Гале, маленькой щупленькой женщине, на вид было лет 30 или чуть больше. Она внимательно посмотрела на мальчика своими печальными серыми глазами, очень грустно улыбнулась и протянула ему в знак приветствия худенькую руку. Коля очень отчетливо запомнил тот момент. Он медленно, с испугом всунул в руку этой чужой женщине свою немытую ладонь, и ему показалось, что при прикосновении его обожгло словно огнем. Мальчик резко выдернул руку, выскочил из комнаты и убежал. Он не помнил, сколько бежал и куда бежал. Помнит только, что голые ветки кустов больно хлестали его по лицу, по ногам, а он все убегал и убегал подальше от дома, от своего дома, где теперь будет жить и хозяйничать чужая женщина. Потом Коля долго и горько плакал. Он не мог поверить, что отец предал мать и позволил этой чужой женщине занять ее место. И тогда он, 12-летний подросток, объявил новой жене отца настоящую войну. Война была жестокой. Коля делал все, чтобы вывести из себя эту тихую и почти неприметную женщину. Но она, словно каменная, молча сносила все его дерзости и порой совсем не детские шалости. А отец, как всегда замкнутый, занял место стороннего наблюдателя и никак не реагировал на выходки сына, давая полную волю новой нелюбимой жене в воспитании мальчика. И чего только не вытворял Коля. Он всеми силами старался делать вид, что не замечает присутствия тети Гали, не замечает ее старания привести дом в божеский вид и создать атмосферу уюта. Она целыми днями что-то мыла, терла, а мальчик мог запросто лечь в белоснежную кровать с грязными ногами или же просто в ботинках. Хоть он не доедал, часто был голодным, а ее стряпню демонстративно выливал собаке, даже не попробовав. Тетя Галя ничего не говорила в ответ на его открытые вызовы и надменные взгляды. Она тихонько вздыхала и, как ни в чем не бывало, продолжала свои хлопоты по дому. Однажды, когда Коля вылил ведро грязи на только что выстиранное белье, не вытерпел даже отец. Он схватил ремень, чтобы всыпать сыну, но тот ловко увернулся и убежал. В такой безрадостной обстановке
Прошел не год и не два. Отец, который так и не смог полюбить новую жену, опять стал прикладываться к бутылке. Николаю исполнилось 15 лет. Он повзрослел, перестал делать разные гадости тете Гале. Но война все равно продолжалась. Только она теперь была не такая открытая, как раньше, а тихая и скрытая. Но от этого никому не было легче. Коля часто удивлялся, как эта женщина могла все это выносить. Он злился на нее за ее ангельское терпение и ненавидел еще больше. Но все изменил случай. Однажды Коля заглянул в комнату и увидел, как тетя Галя старательно стирает пыль с маминого портрета, который висел на стене. Это была последняя мамина фотография. На ней всегда улыбающаяся женщина получилась какой-то задумчивой и печальной. Наверное, что-то предчувствовала. Тетя Галя аккуратно протерла раму, а потом медленно опустилась на стул и, глядя прямо в мамины печальные глаза на портрете, произнесла уставшим голосом: «Прости меня, не смогла я стать Коле матерью, не смогла заменить тебя, не смогла». Она не плакала, нет, но было в ее словах столько отчаяния, столько тоски, что повзрослевшему Николаю стало как-то не по себе. Он почувствовал, как сильно сжалось сердце, почувствовал, как огромный болезненный ком невыплаканных слез стал поперек горла. Ему стало невыносимо стыдно за себя, за свое отвратительное поведение, и за отца стало стыдно, за его безразличие к этой тихой женщине, которая никогда и никому, не жалуясь, безропотно все сносила, пытаясь стать для Коли матерью, а для Михаила женой. Коле хотелось подойти к тете Гале и все ей объяснить, все рассказать и попросить. Нет, выпросить, вымолить прощения. Но что-то мешало ему, и он, пряча слезы, ушел к себе в комнату, так и не произнеся ни одного слова. Но жизнь сама правит балом и все сама расставляет на свои места. Через несколько дней после случившегося Коля упал с березы и сломал ногу. Травма была настолько сильной, что пришлось делать операцию. И вот, когда Коля наконец пришел в себя после наркоза, он увидел, что лежит весь в бинтах и гипсе. Рядом с ним сидела тетя Галя. Она тихо плакала, и в этот момент в ее добрых серых глазах было столько неподдельной муки, столько настоящей боли, что Николай не вытерпел и тихонько прошептал: «Мама, ты не плачь, все будет хорошо». А потом он бредил, и ему казалось, что это его родная мать, сойдя с портрета, низко склоняется над ним, нежно стирая со лба испарину. Прошло 30 лет. После того случая все эти годы тетя Галя, ставшая для Николая настоящей матерью, и Николай, ставший для этой тихой незаметной женщины настоящим сыном, жили в любви и согласии, никогда не вороша прошлое и не вспоминая былые обиды. Отец, так и не сумев справиться со своим горем, совсем спился и умер, когда Коле было 20 лет. С тех пор Николай стал единственным мужчиной в их маленькой семье. Он всегда помогал матери, никогда о ней не забывал. Он вырос, выучился и стал большим начальником, оставаясь в душе все тем же мальчиком, который сумел открыть свое истрадавшееся сердце женщине благодаря ее доброте, нежности и любви. Николай подъехал к маленькому, но аккуратно побеленному домику, в котором жила его 76-летняя старушка-мать. Он очень волновался, сердце по-сумасшедшему колотилось в груди. Из дома вышла Ирина и направилась к мужу. Он пытался по выражению ее красивого лица понять, как обстоят дела с матерью. Ирина не улыбалась, но была спокойна. Это вселяло надежду. «Ну что, как дела?» – нетерпеливо спросил Николай у жены, быстро направляясь в дом. «Не волнуйся, успокойся, уже все нормально».
«А что случилось?» Продолжал спрашивать мужчина, входя в комнату к матери. Был сердечный приступ, но сейчас уже все в порядке. Врач сделал ей укол. Она спит. Врач заверил, что все будет хорошо. Не волнуйся так, Коля. Николай подошел к кровати, на которой лежала его такая маленькая, худенькая и сильно постаревшая мать, и, не выдержав напряжения событий, громко заплакал, совершенно не стесняясь своих слез. Он знал, что семья его поймет. «Папа, не плачь!» – звучным голоском произнесла его 8-летняя дочь Маша. Врач сказал, что бабушка обязательно поправится. Врачи никогда не обманывают. Николай улыбнулся сквозь слезы и сказал: «Не буду, дочка, не буду. Я знаю, что бабушка поправится, обязательно поправится». К Николаю подошел его взрослый 19-летний сын Михаил и, похлопав отца по плечу, утвердительно произнес: «Все будет хорошо. Бабушка обещала мне на свадьбу испечь свои фирменные пироги. А ты знаешь, если она что-то обещает, то обязательно выполняет. Маша», — обратился Миша к своей младшей сестре, — «пошли на улицу, посмотрим, как там наши котята поживают». Миша взял сестру за руку и повел на улицу. «Папа», — неожиданно остановившись, у самой двери спросила девочка: «А кто эта тетя на той фотографии в большой комнате? Я у бабушки спрашивала, а она мне сказала, что ты сам мне все расскажешь». Николай, услышав вопрос, взглянул на свою жену. Ирина помахала головой и укоризненно посмотрела на мужа. Он понял, что значит этот взгляд. Жена давно настаивала, чтобы Николай все рассказал дочке, которая, в отличие от сына, еще ничего не знала. «Это моя мама, моя настоящая мама, которая меня родила». После некоторого замешательства откровенно ответил Николай дочери. «Твоя мама? Как это так? А кто же тогда бабушка Галя? Она что, твоя неродная мама?» Взволнованно спросила Маша, сильно округлив свои и без того огромные глаза. «Да, неродная». «Значит, она твоя мачеха?» «Нет, дочка, бабушка Галя не мачеха. Она самая дорогая и самая родная моя мама. Остальное я тебе потом расскажу». Николай вложил в эти слова столько искренней любви и сердечного тепла, что маленькая Маша, которая сначала испугалась того, что бабушка может быть не настоящей, полностью отбросила все свои детские сомнения, радостно улыбнулась и спокойно вышла с братом на улицу. «Пойду, приготовлю тебе чай», — устало сказала Ирина и тоже ушла, понимая, что Николаю нужно побыть наедине с матерью. Неожиданно, словно почувствовав его присутствие, старушка медленно открыла свои глаза. Ее лицо осветилось каким-то внутренним светом, и она, эта тихая, незаметная женщина, пусть слабым голосом, но радостно и умиротворенно прошептала: «Сыночек, приехал». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.